Представители знака зодиака Овен, Овны мои дорогие, здравствуйте! Таро расклад на неделю с 5 по 11 августа. События ближайшего будущего. Давайте узнаем, что подскажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад не расскажет и не передаст все перипетии вашей личной истории. Он нам больше покажет о энергиях, которые могут господствовать или превалировать где-то в течение этой недели. Наша задача попытаться переложить эту метафору на те планы нашей жизни, на те обстоятельства или обстановку и допустить альтернативный вариант развития событий. Давайте узнаем. Это у нас традиционный еженедельный прогноз и традиционные вопросы. Первая карта у нас будет «Что важно знать?» Или то, что будет, может быть, для вас важно. Какие-то вопросы или как сфера жизни, которая будет наиболее актуальна для вас на этой неделе. Итак, что важно знать для овнов? Вторая карта «Чего не избежать» или неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что же будет вам помогать? Достанем такую карту, что скрыто. Может быть, вы не придаете чему-то значения. Ну, или может быть какая-то ситуация, когда от вас что-либо скрывают. Узнаем. И по основным сферам жизни достанем 3 карты. Это дела, работа, бизнес, энергия, денег, личная жизнь, как видят карты. Что же для вас будет важно? Вот несвойственная карта для вас уныние, по сути дела, апатия. Вот самое главное не застрять в этом состоянии, когда ничего не хочется, или когда опустились руки, или когда, мои дорогие, бывает это, знаете, ни с чем не связано, внутреннее психологическое состояние накатило. И как причина может быть усталость. Когда действительно уставшие люди делают ошибки, древняя китайская поговорка, и она очень точно передает, когда мы слишком много работали. Или это состояние, когда ничего не хочется, потому что, как белка в колесе, вот есть такое выражение очень правильное. Что можно увидеть, когда ты обременен какими-то заботами, когда у тебя не остается времени помечтать или подумать о себе самом или самой, что же вы хотите осуществить. У каждого здесь по-своему проиграется эта карта. Иногда это бывает, ну, когда даже и нет много работы, а какая-то апатия, хандра, может быть, по одному вопросу, поскольку не удалось осуществить в том контексте или ровно так, как мы предусматривали какое-то дело или решить какой-то вопрос. 1000, наверное, может быть, причин могут быть, к примеру, какие-то задержки, и тоже что-то идет не так именно по срокам. Поэтому, мои дорогие овны, хоть вам вот где-то эта апатия, ну так, в целом, по знаку не очень свойственна, но все же у каждого свой асцендент и луна, у каждого в каком-то своем знаке. Значит, основное препятствие, что важно знать, где-то не застрять в глубокой философии, ну, где-то не начать себя жалеть, а вообще пересмотреть какие-то, может быть, вопросы в вашей жизни, если вам действительно приходится очень много работать. Мы должны оставлять время для самих себя. Неожиданности, приятности, мои дорогие. Я так надеюсь, с учетом этих 2 карт по 4 чаш, 4 ведь это еще уверенность. И у кого-то это может с учетом, опять же, 8 пентаклей, одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. Так вот, если мы говорим как какой-то базис, 4, когда у вас на этой неделе, в принципе, нет перемен, или когда все идет своим чередом, но вам от этого, мои дорогие овны, может взгрустнуться, потому что хочется драйва такого счастливого, такого, когда, знаете, с нами происходят какие-то неслучайные случайности, они нам добавляют вдохновения или какого-то жизненной энергии, когда хочется творить или что-то создавать, хочется менять, а здесь нет. 2 карты, 4, 8. Это стабильность сама по себе в
каких-то вопросах. У кого-то могут быть стабильно, но какие-то разочарования, этого я тоже не исключаю. Но, тем не менее, деньги есть, деньги будут. Продуктивный период для того, чтобы, к примеру, получить гонорары за проделанную работу. Или на этой неделе вам могут предложить какую-то работу, также подработку. Или прекрасный период для себя, без какой-то синкопы, сделать что-то очень доброе, хорошее, как увеличить, допустим, финансовый доход. И это для кого-то может проиграться как дополнительное изучение каких-то наук, когда вы их потом впоследствии переложите на практику и получите как раз финансовую какую-то себе составляющую. Или по этой карте могут быть предложения по работе в плане занять новую должность. И знаете, я бы не сказала, что как-то для вас эта неделя может быть в целом непродуктивной. Вот как раз наоборот. Но кто-то из вас из-за внутреннего состояния может что-то упустить для себя положительное, очень доброе и хорошее. Вот будьте внимательны, мои дорогие овны, почему-то 4 чаш. Кстати, эти карты, они очень редко вам выпадают. Но вот здесь вот выпало. Идем дальше. Чему сейчас не время? Мечтам. Знаете, у кого-то может быть банально какая-то история любви не проигралась. Или есть разочарование по конкретному человеку. Паш чаш, опять же, продолжает нам тему того, что мы хотели чего-то другого. Даже мы видели это по-другому. У нас сидит молодой человек, посмотрите, есть какая-то либо любовная, либо интимная, очень личная история. И мы уже где-то были в представлениях, мы были воодушевлены либо союзом, либо проектом. Настолько, что утратили связь с реальностью в каких-то вопросах. И нам показано, посмотрите, Хрюша, которая с крыльями. В реальности этого не бывает. Поэтому мы могли замечтаться, и карта говорит, ну, буквально вернись в реальность, увидь то, что происходит сейчас, или будь на этой неделе более приземленным человеком. Не время витать в облаках, не время наделять людей теми добрыми качествами, коими они не обладают. Это все уводит вас от какой-то конкретики. Может быть, и хочется где-то помечтать, но не настолько, когда возвращение из, как бы в реальность, из какой-то нашей планируемой как возможности или где-то наших заблуждений. Это возвращение, оно может быть для нас неприятным, поэтому будьте реалистами на этой неделе. Что же вам будет помогать? Вообще прекрасная карта. Посмотрите, 10 чаш, карта благополучия, когда у нас все хорошо. Кто-то может заскучать в уголке, потому что действительно хочется драйва. Или хочется чего-то такого, что приводит в движение какие-то особые жизненные силы, энергии, а помогает стабильность, помогают финансы. Финансы есть, финансы будут. Есть и поддержка. У кого-то поддержка вашего любимого человека, у кого-то просто семьи. Для кого-то из вас очень благополучно можно решить вопросы по части вашего недвижимости, вашего дома. Или, повторюсь, какие-то важные разговоры в семье провести. Но вообще карта благополучия, поэтому как раз с благополучием порядок. Давайте узнаем, что же скрыто. Вы знаете, никто ничего не скрывает. Это у вас может быть такое состояние, потому что нужно делать выбор в чем-то. И может быть это где-то выбор касается личной жизни. Но этот выбор может касаться где-то и работы. Или выбор между работой и между личной жизнью. Вот. А выбора как такового не стоит. Ваша задача соединить, совместить и где-то продумать свой график, режим труда и отдыха, чтобы не было белых пятен в вашей истории, чтобы это был какой-то баланс из ваших личных достижений или то, что вы планировали, или заработков и вашей личной жизни. На все должно хватить времени. Но 7 чаш может говорить о сложном выборе, и вы что-то сами можете ставить на паузу, именно потому что не знаете, как поступить. Но, повторюсь, никто ничего не скрывает. Дела, работа, бизнес. Благоприятно будет обучение, изучение. Это своего рода у вас сейчас, может быть, из-за этого и апатия, момент перехода между прошлым и будущим.
Тройка пентаклей – это всегда сдача экзамена. Обратите внимание, трое плетут светофор. Последние нити и зеленый свет уже как будто будет готов. И карта может означать то, на что вы согласитесь, например. Если мы по работе, по обучению, по каким-то курсам, или пусть это без курсов, вы сами онлайн обучаетесь, может быть, даже бесплатно. Но карта говорит о том, что все знания, которые ты положишь сейчас, добавишь в свою жизнь, это ты как положил в свою копилку успехов. В последующем эти знания ты сможешь применить на практике, и еще больше возрастет твой доход. У кого-то конкретно сдача экзамена, может быть, вы заканчиваете или поступаете в учебное заведение, проходите какой-то конкурсный отбор, и значит, вы будете где-то в этом участвовать. Может быть, мои дорогие овны, вот я скажу, вы собирались куда-то поступать в одно заведение, и здесь по разным причинам. Либо, ну, дороговато обучение, если это, допустим, платная форма, или вы не проходите по конкурсу, мои дорогие, тогда примите к сведению, если вы куда-то не прошли, опять же, по конкурсу, или что-то вы не тянете в плане обучения, это вам, как судьба, Вселенная, подсказывает. Овен, тебе в другом направлении, там, где тебя ждут. Поэтому посмотрите, всегда бывает так, что есть альтернативные варианты. Значит, вы, ну, буквально где-то смотрите в одном направлении достаточно настойчиво, а что-то рядом очень ценное, где вы можете проявить свои таланты, создать шедевры или достичь очень высоких показателей, или, в принципе, достичь ваших амбициозных планов. Так вот это может быть словно в тени, а вы горюете потому, что, в принципе, куда вам даже и не нужно. Вот это тонкий нюанс. Всегда по тройке пентаклей есть в чем-то прогресс. Для тех, кто работает, значит, тоже есть какой-то прогресс. И вверху у нас восьмерка пентаклей. Все, что на работу, на труд, в этой неделе благополучно решаемо, и еще и с какими-то возможностями. Финансы. Хотя нам сказали, финансы есть, финансы будут. Да, у кого-то могла быть ситуация именно потому, что либо денег получили меньше, либо, если мы говорим про обучение, что-то у вас, ну, как бы не выравнивается в плане оплаты за обучение. Могут быть какие-то разочарования, у кого-то могут быть разочарования. И я могу предположить, вы дали деньги в долг, и вам их не вернули. Всегда по пятерке пентаклей есть именно недостаток. Недостаток, первое, по финансам, или второе, недостаток взаимопонимания. У кого-то может быть недостаток и взаимопонимание каким-то образом, может быть, в вашей личной жизни, с вашим партнером, в плане трат. Вы хотите потратить на одно деньги, а, к примеру, ваш партнер хочет сэкономить, и поэтому какой-то среднее арифметическое придется найти. С деньгами как раз вы сумеете разобраться. По сути дела, восьмерка пентаклей в неожиданностях. Тут даже если для кого-то из вас финансовая брешь, или какой-то долг, или какую-то сумму вам нужно словно погасить, вы найдете вот эту сумму. У вас получится уйти от этого недостатка. Но будьте внимательны. Где-то вам помогают и ваши близкие люди. Здесь у каждого по-своему. Но я бы сказала, по финансам все же карта нам говорит: просчитай что-то заранее. Просчитай что-то на пару шагов вперед. И правда, будьте реалистами. Это вам будет помогать. И выбор должен быть, ну, более такой рациональный. Вот что есть на данный момент. Он не совсем тут связан с какой-то мечтой или с нашими желаниями, а с тем, скорее, что более жизнеспособно. Поэтому будьте внимательны. Личная жизнь, хотя нам сказали, правда, это может быть близкий человек, который вас поддерживает, или любимый человек, иногда это ваша семья. И в целом обе две карты нам как раз говорят, что в личной жизни проблем нет. Ну, может быть, вы чего-то себе намечтали, или вы как-то думали, что отношения будут развиваться в одном ключе. Здесь могут быть некоторые нюансы, но это не говорит о том, что для тех, кто в паре, что-то происходит очень глобально важное, чему нужно уделять срочное внимание. Скорее нам говорят о сочувствии, о любви, о приятных эмоциях, о том, что вам готовы прийти на помощь, ваши близкие, поддержать вас готовы. И где-то от вас ждут точно таких же энергий. Для тех, кто один или одна,
Ну, вот эта карта как раз четверка чаш. Может быть, как отправной пункт или то место вашего невозврата, когда вы захотите завершить свое одиночество. Это ваше важное решение, потому что, может быть, надоело пребывать либо в одиночестве, либо наделять некоторых людей теми качествами, которыми они не обладают. И вполне вероятно, с какой-то предыдущей разочаровывающей ситуацией для тех, кто один или одна, это может быть связано, какое-то может быть действие или человек о себе напоминает. Но как-то вы будете на этой неделе организовывать свою жизнь, и у вас получится как раз для самих себя сделать что-то очень положительное. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.